Привет, уважаемые зрители, с вами снова Стас Быков, и сегодня мы с вами обсудим, как же привлечь клиентов на свои услуги по созданию сайтов или по настройке интернет-рекламы, по дизайну. Неважно, какие услуги, я беру за основу создания сайтов, потому что я специализируюсь в этой теме, обучаю своих учеников в данной теме, и думаю, вам тоже будет интересно. Конечно, по аналогии можете составить по своей теме. И также, конечно, как продать сайт клиенту. То есть тема очень важная, поэтому приготовьтесь и давайте сегодня все это обсудим. Как создавать сайты, я уже записал около 50 видеоуроков, как без знания программирования вы можете создать себе сайт. Ссылка на плейлист будет в описании под этим видео, поэтому обязательно пересмотрите эти видеоролики. И даже уже после первого видеоролика вы почувствуете в себе силы создавать сайты. Тем более они создаются через установку приложений на хостинге MacHost буквально за 4 минуты. Я уже это все показывал, второй раз уже делать это не буду, поэтому переходите, смотрите те видео, которые я уже выпускал. Ну, самое главное вам понимать, что сайт реально можно сделать без знания программирования. В наше время уже нет никаких границ, нет рамок. Все делается на расстоянии вытянутой руки. Если раньше мы создавали сайты в блокноте, нужно было изучать языки программирования, верстку, дизайн, то есть сейчас все это есть уже. Есть готовые шаблоны, есть готовые модули, которые просто подключаются. И вам не надо для этого учиться 5 лет, получать высшее образование, чтобы потом в этом разбираться. Все сейчас берете и делаете. Итак, смотрите. Первое, где вам нужно искать своих клиентов на разработку сайтов, это, конечно же, ваше окружение и друзья, друзей. Потому что очень многие, знаете, фрилансеры или открывают компанию по диджитал-маркетингу и думают, а где теперь брать клиентов? Самое простое, вам нужно просто взять телефон и пройтись по своей книжки контактов, то есть найти всех, кому это может быть потенциально интересно. Я бы вам еще, знаете, как рекомендовал, не думать за них, то есть ему бы это не понравилось, ему это не надо, у него уже есть сайт. Всем, каждому напишите, а лучше позвоните и скажите, что я, дорогой друг, я умею разрабатывать сайты. У тебя есть сайт? Я сделаю, давай попробую лучше или модернизировать. У тебя нет сайта? Давай я тебе сделаю, так я новичок. Тебе это будет за маленькую вообще плату. И я буду постоянно совершенствоваться, а у тебя будет сайт. Если у вас телефонная книжка маленькая, ну зайдите в контакт. Я сегодня все способы вам буду стараться на экране показывать, потому что очень большая проблема нашего времени, что все слушают, но не делают. Давайте я вам буду показывать, чтобы вы точно знали. У каждого ВКонтакте есть куча друзей. Заходите в раздел «Друзья» и пишите. Я разрабатываю сайты. Если кому-то боитесь написать или позвонить, то по другому способу найдите. Найдите Skype, найдите Viber. Любой способ, который вы найдете связаться с человеком, уже будет хорошо. Поэтому обязательно в первую очередь смотрите свое окружение. Второй способ это 2GIS. Я думаю, у вас в городе тоже есть, это уже распространенный сервис, то есть заходите в 2GIS. Дальше давайте, например, какую-нибудь тему возьмем, роллы, давайте доставку роллов, роллы Пермь. И смотрим, какие здесь сейчас есть компании. Видите, у меня много очень открылось. И давайте куда-нибудь посмотрим. Вот выбираем точку. И далее смотрим, есть ли сайт. Сайт здесь есть. Далее вы можете углубиться еще, посмотреть, какого качества сайт. Возможно, у них просто какая-то страница, а вы можете улучшить, сделать интернет-магазин с формой заказа. На самом деле вы это все можете, когда посмотрите мои видеоуроки и поймете, через установку приложений можно все это делать. Здесь тоже, но это не значит, что есть у каждого сайт. То есть, кто хочет, тот найдет. Кому нужны деньги, кто хочет разрабатывать сайты, кто хочет совершенствоваться в этом направлении, обязательно ищите. Вот, смотрите, я зашел. Шоколад, кафе, бар. У них есть телефон, но нет сайта. Друзья, почему мы все еще медлим? Когда есть контакт, вот телефон, мы можем позвонить и сказать, я могу сделать вам сайт. И все ваши фотографии вас будут искать уже не через 2GIS, а вас будут искать через Яндекс, Google. Мы настроим вам рекламу через Директ, это реклама за клики, и вы будете получать новых клиентов. Смотрите, где у вас находится расположение. Клиенты вас могут не находить, а мы сделаем подробную карту, где находится ваше кафе, и вас сразу будут находить.
Дальше третий способ — это сообщество по бизнесу, там SMM-щики, Cerebro Target, бизнес-молодость. Бизнес-молодость. Пишите, находите официальную страницу, можно найти страницу в регионах, я знаю, что у бизнес-молодости много филиалов, и там начинающие предприниматели сидят. Тоже пишите здесь, я создаю сайты, вот здесь прямо в комментариях, или где-то у вас, возможно, где-то будут открыты не только комментарии, но и сама стена будет открыта. Или обсуждение, вот здесь вот тоже. Реклама, видите? Лендинги, разработки, дизайн. Тоже ищите здесь, в таких бизнес-сообществах, потенциально своих клиентов. Их на самом деле здесь очень много. И многие начинающие предприниматели хотят создать себе сайт, пощупать почву. И вы здесь как раз сможете удовлетворить их нужду, а они непосредственно, конечно, вас. Win-win, то есть выигрышная стратегия. И вы выиграли, и ваш клиент тоже выигрывает. Четвертое — это найти мастера. Мне вот, например, очень много сообщений приходит ВКонтакте, на почту, что я начинающий там фрилансер, я делаю дизайн. А смотришь, у него сайта нет. У него нет каких-то определенных контактов, один телефон там и email. И вы ему пишете встречное предложение. Давай мы тебе сделаем сайт. Я обучаю делать сайты, сейчас сайты в тренде. И тебе тоже необходим сайт, потому что я хочу посмотреть на тебя. Как ты выглядишь. Я хочу посмотреть, какие у тебя еще контакты есть. Где ты находишься. Почитать о тебе в конце концов что-нибудь. И вот такие мастера, их очень много, которые занимаются чем-то на дому. Например, ремонт компьютеров на дому, торты на заказ, то есть домашние тортики. И тоже им не нуждаются в сайтах, потому что искать клиентов в интернете очень непростая работа, если не знаешь способы их поиска. Я вам сейчас рассказываю, и в каждом из них есть нюансы. Я вам о них подробнее рассказываю, как это нужно сделать. Поэтому берите во внимание это и не просто слушайте, а еще и делайте. Дальше, пятое, это биржи фрилансера. Конечно, я не рекомендую начинающим вам, как специалистам, туда лезть, потому что там уже есть несколько нюансов, ну, например, FL.ru, да. Здесь сейчас очень многие аккаунты стали платные. Также здесь не разберешь. Есть аккаунты, которые мошеннические, то есть на форумах покупают аккаунты от FL.ru и далее уже могут предлагать услуги уже непосредственно сам мошенник. Это плохо для заказчика. Именно поэтому сейчас они стали очень осторожно к этому относиться. И теперь на данных сервисах сложно находить клиентов, но тем не менее заведите здесь свою страничку. Вы сможете здесь сделать свое портфолио. У вас будет здесь идти рейтинг, и вас будет здесь оставлять отзывы. С самого начала своего развития в данной теме обязательно сделайте себе страничку, потому что через 5 лет вы скажете мне спасибо, что я вам сказал это сделать, потому что у вас уже будут там и отзывы, у вас будет там уже и портфолио. Дальше смотрим. Коммерческие группы ВКонтакте. Это 6-й способ поиска клиентов. Но вот за этот способ вот реально вы им должны мне поставить лайк, друзья. Смотрите, пишем роллы Пермь, то есть любую тематику совершенно вводим и проверяем, у кого есть сайты. Так, вот Япона Матриона, Бенто Суши точно есть. Давайте дальше посмотрим. Кадзоку Суши. Заходим, смотрим. Ага, только группа ВКонтакте, нет сайта. Почему бы не связаться и не пообщаться, сказать, что сайт поможет вам найти дополнительных клиентов, то есть дополнительный источник трафика. Вы на него сможете настроить и рекламу через Директ. Он будет продвигаться в поисковых системах. Вы сможете принимать заказы уже через корзину заказов. На самом деле, когда закажут суши, гораздо проще через сайт, то есть накидал себе в корзину, отправить. Также ведется учет полный через CRM-систему или какую-то систему аналитики, какие заказы были, но это уже углубление. Но пообщаться с данным владельцем данной компании, конечно же, стоит. Потому что ему это интересно, но возможно он просто думает, что это очень дорого. А вы развеете его миф, скажете, создание сайтов стоит там 5-10 тысяч рублей, 15. Можно создать сайт за 5 минут через Hosting MacHost. Я уже много раз это показывал. То есть заходите просто, регистрируйтесь по ссылке в описании. 3 месяца мало того, что пользуетесь бесплатно, по тарифу Mac 10 сможете сделать себе 5 сайтов. Так еще и сайты создаются через установка приложений,
Выбираете OpenCart, интернет-магазин, нажимаете установить, и все, он у вас устанавливается. Друзья, я так сделал уже, и вот последний сайт, который я разрабатывал для уроков, это был WordPress, то есть тоже можете посмотреть. Я этот сайт сейчас использую для экспериментов и для своих видеоуроков. То есть здесь все сделано, в принципе, нормально. Ну и, конечно, седьмой способ – это персональный бренд. Я не устану повторять, чтобы вы выстраивали свой персональный бренд в интернете с самого начала. Сделайте себе свой личный сайт, где вы будете показывать свое портфолио, свой профессионализм, где у вас будут ссылки на все ваши социальные сети. И вы также в социальных сетях будете вести свою активность. Сейчас век, знаете, такой, все есть у всех, все на расстоянии вытянутой руки. Но проблема в том, что кого выбрать, кому доверять. А вы через социальную активность, через построение своего бренда в интернете, вы будете показывать, что вы настоящий человек. Вы отвечаете за свою деятельность, вы профессионально работаете, выполняете сроки, у вас есть отзывы, у вас есть портфолио, вы показываете свою жизнь, как вы отдыхаете, что с вами можно сотрудничать. И из-за этого сотрудничества выиграет как заказчик, так и вы. Именно поэтому прямо сейчас задумайтесь, сделайте свой персональный сайт, начните с него. Когда я только начинал, я сделал свой сайт, и именно он мне приносил клиентов. Я вот ни разу не искал клиентов, вот честно, я не брал трубку и не обзванивал, потому что я знал, что мне нужна другая стратегия. Я показываю свой профессионализм, меня находят и ко мне уже обращаются, и я выбираю, да, я с тобой работаю, или нет, извините, у меня нет времени, или я не могу взяться за вашу работу, потому что она мне по таким или иным причинам не устраивает. Вот именно такой стратегии я вам желаю. Еще хочется ответить на очень частый вопрос, как передавать сайт заказчику. Ну, давайте теперь, кто лайк еще не поставил, точно влепите его, кое-то, возможно, сделайте репосты данного видео в свою социальную сеть. Давайте распространять видеоролики, потому что я делюсь ценной информацией, и вы знаете, другие знают, и все в этом выигрывают. Очень важно, чтобы была взаимоотдача. Итак, первый способ – это оставить сайт на хостинге, где вы его и сделали. То есть вот, вы сделали здесь сайт. Каждому сайту есть свой FTP доступ. Вы говорите своему заказчику, что я его буду обслуживать на данном хостинге, вы мне платите такую-то сумму, можете сказать, сколько стоит тариф на хостинге, можете сказать другую сумму, потому что если человек, заказчик не разбирается в этом, вы можете еще брать плату за обслуживание или за поддержку этого хостинга. Вы же все равно будете смотреть, как работает сайт. Вы будете продлять домен, вы будете продлять хостинг, за это тоже работу нужно брать. Это, конечно, с теми заказчиками, которые легко идут на контакт, там вот, знаете, начинающие предприниматели. Есть просто люди, которые на доверительных отношениях хорошо работают. С ними это будет ваша выигрышная стратегия. Второе, завести отдельный аккаунт на хостинге MacHost. То есть, когда вы здесь заведете отдельный аккаунт, у вас будет отдельный доступ в личный кабинет. И вы уже отдаете этот логин-пароль заказчику. Он сам оплачивает, он сам продлевает домены. Короче говоря, это его забота, как он смотрит. Но, как правило, показывает, компания этим вообще не занимается. Они это все отдают на поддержку. Или фрилансерам, или просто на договор подряда. Потому что, вот реально в компании обычно айтишника, который занимается именно веб-разработками, нет. И за этим никто не следит. А как плачевный результат, это когда хостинг заканчивается, то сайт становится недоступен. То есть обязательно, я думаю, вы когда скажете ему все плюсы и минусы первого варианта и второго, будет выбор со стороны заказчика в первую сторону. Итак, и перенести сайт на его хостинг. То есть это третий вариант. Если у заказчика уже есть свой хостинг, вы можете, конечно, или переубедить его перевести, оставить сайт на том хостинге, где вы разрабатывали, или перенести на его хостинг, и тогда уже точно вы отдаете ему все файлы, получаете деньги, и это его уже головная боль по оплате, по поддержке, про проверки антивирусом. А хостингов бывает очень много, и не все они автоматизированы. Что касается хостинга MacHost, он полностью отвечает моим требованиям. То есть здесь есть и антивирусы, здесь и мощности большие.
Здесь легкая установка приложения, то есть сайт создается в автоматическом режиме. Также 3 месяца, напоминаю, бесплатно по промокоду Стас Быков, ссылка будет в описании. Вот такие способы, друзья. Если вам что-то непонятно или вы знаете какие-то новые способы, обязательно напишите в комментариях. Все обсудим в следующих видео. Еще, кто создавал сайты по моим видеоурокам, обязательно пишите в комментариях, я их отдельно каждый посмотрю и на следующем видеоуроке или на прямом эфире разберем. Только в комментариях будете писать обязательно имя домена, делайте пробел.ru или там .net.com, потому что когда вы вместе напишете, то сообщение автоматически уходит в спам, и я его уже не увижу. То есть все задачи вам понятны, поэтому давайте пишите и начинайте искать клиентов, изучайте тему создания сайтов. Реально она и была, есть и будет всегда популярна. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.